4 трубочки я разрезала пополам. Вот из 4 вышло вот таких 8 маленьких. Нам как бы сейчас слишком длинные стойки не нужны будут с самого начала, поэтому в целях экономии я их разрезала. Ну, значит, приступаем. Так, складываем крест на крест. Потом это вот так сверху. Это, в общем, в шахматном порядке, чтобы это все. Как накрутить трубочки, как обработать, как покрасить, как приготовить к плетению. Я вам оставлю подсказочку там вот где-нибудь. И начинаем. Трубочки у меня цветные, поэтому я... Нет, выбираю там, где самые цветные, где больше красного, где больше черного, где больше белого. Ну, это делать не обязательно, как бы. Все в ваших руках. Соединяем вот так 2 трубочки. Одна в одну. И начинаем плести нашу красивую корзиночку. Я всегда начинаю против часовой стрелки. И пошли. Вот так. Вот начало самое трудное. Потому что это все еще рассыпается. Не поддается никаким уговорам. Вот так. Ну ничего, мы люди терпеливые. Сейчас я проплету еще один круг и буду их вот так это потом разделять по 2. Оплетать по 2 стоечки уже. Вот проплела 3. Теперь будем вот эти наши 4 трубочки разделять вот так вот по 2 и оплетать по 2 штучки. Вот так. Такое солнышко получается. И вот таким образом по 2 стойки я буду оплетать рядов 6. Так, я проплела 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядков после того, как я разделила по 2. Теперь, значит, стойки у нас короткие. Теперь что мы делаем? Вот эти обрезаем. Вот эти по 2 штучки. А рядом с ними, так вот, под острым углом, срезаем новые. И рядом с ними будем вставлять вот так одну. И с другой стороны вторую. Вот по бокам вот этих старых 2. И вот так вот будем заплетать их один ряд, чтобы скрыть наши срезанные. Будем заплетать один ряд, а следующий ряд будем их уже плести по одной. Вот и все. И все премудрости. В общем, после того, как я раздвинула, начала стоечки оплетать по одной, я проплела 1, 2, 3, 4 рядочка. У меня получилось дно диаметром 12 сантиметров. Ну, я думаю, вполне достаточно. Значит, сейчас будем поднимать стенки. У меня... Ладно, потом объясню. Значит, что мы делаем? Трубочки, стоечки. Сгинаем потихонечку. Вот так вот под следующую. Эту прижимаем и поднимаем наверх. Вот, что у нас получается. Опять же, сгинаем. Вот следующую пропускаем под низ. Придавливаем кверху. Вот такие загибы у нас получаются. Вот. Опять сгибаем. И вот так. И вот так. И вот так. И вот стоечки наши уже стоят. Так, осталось последнюю нам поставить. Вот это колечко, которое вот было первое, мы согнули. Эту последнюю стоечку мы просто вот так продеваем, пропускаем. И все. Это самый простой способ поднять стойки стенки. Самый-самый простой. Вот. Так. Значит, вот они, наши рабочие трубочки. Мы их просто вовнутрь брали. Значит, что мы теперь делаем?
Просто начинаем плести ту же самую веревочку, которую уже все знаем и плели. Я наращу. Не обращайте внимания, это мой холодильник. Шутрактор. В общем, сейчас обычной веревочкой будем плести 3 рядка вокруг. Но стойки я не буду вовнутрь загибать. Я их хочу немножко на себя направлять. Я хочу, чтобы края были немножко расширенные кверху. А и там уже дело каждого. Хотите ровные, хотите какие хотите. Вот так. Трубочки из рекламных буклетов магнитовских, поэтому они тоненькие. Не знаю, накрутила 80 штук, вот посмотрим, хватит мне или нет. Полоски у меня выходили 7 сантиметров, вот с которых я крутила трубочки. Вот посмотрим, хватит мне их или нет. Но она сама по себе у них бумага тонкая, поэтому обычно, если бы крутили, оно было бы. И продолжаем вот таким макаром. Пока 3 ряда. Вот я проплела 3 рядочка, но не хватит мне трубочек. Значит, что я предлагаю? А так в середину лучше поставить, конечно, какой-нибудь грузик, потому что чтобы нам видно было, куда вы стойки наклоняете. Значит, у меня есть просто вот отходные такие, остаточные. Я их сейчас в серединку запихаю. Ну, они немножко другого цвета. Нет, если бы мы крутили трубочки из обычной бумаги, из хорошей потребительской, нам бы, конечно, этого хватило бы. Обязательно хватило бы. Но, значит, я хочу сейчас сделать ситцевое плетение. Что такое ситцевое плетение? Значит, эту пока трубочку одну не трогаем, рабочую, берем через одну. Сначала спереди, потом сзади. Спереди, сзади трубочка проходит. Ну, то есть в шахматном порядке как бы. Вот. Вторую трубочку плетем вдогонку. То есть там, где у нас трубочка огибала стойку спереди, теперь она должна ее огибать сзади. Делаем шахматку. Шахматное плетение. Вот и все. Называется ситцевое. Уж я не знаю, кто его так назвал, но называется так. Вот так. Вот. Видите? Все, продолжаем пока так, я не знаю, рядочков, наверное, 6. Ситцем я проплела 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочков, то есть 6 полосочек. Вот видите? Все, поменяла опять трубочки. И опять мы сейчас пойдем плести обычную веревочку. Ну, опять рядочка 3. Обычную. Все, рядочка 3 и будем заканчивать. Итак, делаем загибку. Загибка называется Изида. Ой, кто выдумал эти названия, не знаю. В общем, берем отходную трубочку. Просто она нам сейчас послужит немножечко. Вот так. Заводим за следующую стойку, загибаем. Эту теперь так загибаем. За следующую загибаем. Опять загибаем. За следующую загибаем. Теперь что мы делаем? Вот у нас 3. Берем самую левую. Вот так вот. Ложим поверх этих двух. И заводим вот за вторую стойку. Берем ножнички, кончик, отрезаем. И вот этой стоечкой придавливаем. Вот так. Вот что у нас получается. Опять берем самую левую, ложим поверх двух и за следующую стоечку. Эта загибка должна делаться на длинных стоечках. На коротких она не получится. Вот. Еще раз. Самая. Вот такая красота у нас получается. Еще раз. Самая левая поверх этих двух заводится за стоечку, за следующую. Отрезается немножечко. Ну, так, чтобы миллиметров 5-7 оставалось после стойки. И вот этой торчащей левой придавливаем. Все, идем дальше. Как закончить загибку? Вот эту отходную трубочку убираем, вспомогательную. Вот у нас осталась одна торчащая стоечка и 3 наших загнутых. Значит, все делаем по рисунку, все вот то же самое. Берем, нам нужно загнуть за следующую стойку. Значит, мы берем и вот так вот просовываем. Здесь также отрезаем, эту также загибаем и сюда просовываем. Все, идем по рисунку, как должно было быть. Теперь опять же вот так сверху. Это вот сюда пойдет. Нам нужно сунуть вот сюда. Вот здесь, вот здесь, вот здесь вот так. Вот. Сейчас мы ее всовываем.
Все раскладываем, разравниваем. Также отрезаем. И вот наши стоечки постепенно уменьшаются. Все то же самое. И здесь пойдет сейчас. Только мы теперь... Вот прям за стоечку, потому что вот. Все так же просовывается, отрезается, как и делалось раньше. Только теперь будем отрезать вот так. Прям под самую-самую. Вот так. И последняя. Вот сюда она идет. Аж вот так, вот так, вот так, вот так. Вот сюда. Все, наша загибка готова. Сейчас сделаем ручку, наша корзинка будет готова. Такая корзиночка у нас получилась красивая. Так, делаем ручку. Значит, я соединила 2 пары трубочек. То есть вот здесь 2 соединила и вот здесь 2 соединила. Что мы делаем? Ну, где-то... Нет. Наверное, вот здесь мы их просунем. Так вот. Вот стоечки. С одной и с другой стороны. Вот так. Вот чтобы наши соединения были вот там дальше, вовнутрь. Вот соединение трубочек моих. И вот так сгибаем. Вот что получается. И теперь берем вот эти 2 пары, вот эти 2 пары. И так вот так просто перекрещиваем жгутиком. Вот здесь будет конфетный букет, поэтому никто тут не будет таскать кирпичи в этой корзинке. Поэтому здесь она нужна чисто символически. Для красоты. Вот такой жгутик это получается. Вот теперь я их сейчас наращу. Вот я их нарастила. И также я перекручиваю жгутиком до конца. И сейчас мы ее сунем, закончим. Не видно, да? Извините, штатива пока у меня нет. Вот у нас что получается. У нас получается 2 трубочки длиннее, другие 2 короче. Значит, мы ищем примерно центр. Примерно центр. Вот здесь будет вот так. И вот здесь, вот этот, который подлиннее трубочки, вот отсюда вовнутрь вот так вставляем. От стоечки опять. Слева и справа от стоечки. Вот. Теперь я их немножечко подвигаю. Так. Вот эти у нас все торчат, все торчит. Сейчас мы все это уберем. Вот здесь немножечко подрезаем вровень с корзиночкой. Эти просто вот так загибаем. Вот они у нас. Эти тоже сейчас отрежем. Но отрежем мы их как? Сейчас мы возьмем трубочку нашу. И вот так вот сделаем. Сделаем обмоточку. Вот так вот мы трубочку сунули. Сзади вот он ее конечек. Теперь мы берем вот так просто делаем виточек. Трубочки влажные обязательно. Раз сделали виточек. Так, и вот теперь вот эти концы, которые остались у нас, мы их обрежем, чтобы нашим виточком их закрыть. Так, 3 виточка сделаем. Вот. Вот что получается. Вот так. Теперь мы ее, вот эту трубочку засунем вовнутрь. Внутрь засунули. А вот отсюда мы ее сейчас уберем. Вот так убираются трубочки. Вот мой инструмент продевается рядом со стойкой. Виточки. И так вот я сейчас одену ее. И пропихну сюда, чтобы она вылезла. Вот видите, она вылезла. И раз. И здесь, чтобы все аккуратненько было. Вот так. Оп. Вот здесь мы ее подрежем и все. И такую же обмоточку мы сделаем с другой стороны ручки, только здесь уже ничего подрезать не нужно. Здесь уже все так же. Вот и все. И наша корзинка готова.
полакируется, и будет красота. Вот такая картиночка у нас получилась.